Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, а также какие движения с утра предполагаются по рублю, доллару, нефти, золоту, РТС, серебру и другим активам. Давайте начнем с календаря событий. Пятница, 26 марта. Что у нас сегодня из того, что важно и может существенно повлиять и двинуть рынки? 12 часов индекс делового климата IFO Германия. И 13:00 будут заявления саммита лидеров ЕС. Сейчас предположительно там никаких жестких особо таких мер в отношении России не предполагается. Насколько я понимаю, отложили до июня обсуждение этого вопроса. И сейчас, это, в общем-то, знакомство с американским президентом. Вот основная суть этого саммита. В общем-то, по сути, из важных существенных событий на сегодня все. Дальше 8 часов будет информация о федеральном бюджете США, но это еще не скоро, это уже под закрытие. Так, давайте перейдем к тому, что пишут западные источники. Bloomberg. Вакцин-паспорт может стать новым золотым билетом для открытия мира. Идея, конечно, может быть, в ней есть здравый смысл, потому что если вакцины работают и человек сделал прививку, то, соответственно, почему он должен сидеть в одном месте? Он вполне логично ему разрешить ездить. Но здесь есть два момента. Первый момент, все-таки это ограничение прав и свобод, как ни крути. И второй момент, который связан с тем, что эти все вакцины, они действуют, по крайней мере, на исследованный момент времени в течение не более 2 лет. То есть это паспорт, он какой-то коротенький будет. Скорее это некое свидетельство о наличии вакцины, которая истекает в течение определенного времени. Так, и вот ситуация с нашим ненаглядным судном, которое перекрыло Суэцкий канал. На самом деле там в таких ситуациях вопрос решается достаточно оперативно. Но уже власти Египта выступили с заявлением о том, что возможно 10 дней потребуется для того, чтобы разрешить эту ситуацию. И скорее всего они к активной фазе снятия смели приступят в понедельник, когда начнется прилив. Почему же, казалось бы, такая ситуация, она с одной стороны нестандартная, с другой стороны во всем мире суда садятся на мель, ничего там такого экстраординарного нету. Я так понимаю, здесь ключевая проблема заключается в том, что все-таки судно оно было слишком тяжелое. То есть там рекомендация 150 тысяч тонн дедвейта, 200 тысяч тонн дедвейта. Соответственно, то есть вот эта ситуация, она породила то, что снятие с мели, оно затягивается. Поскольку судно перекрыло этот канал крупнейшая транспортная артерия, все говорят про цены на нефть, но никто не акцентирует внимание на то, что это вообще крупнейшая торговая артерия. Там не только далеко нефть, там и электронная коммерция, телефоны, ноутбуки, целлюлоза, химикаты и так далее. То есть, по сути, вот этот затор, он может вызвать, в общем-то, новый приступ кризиса, потому что логистические цепочки нарушены. Они нарушены, конечно, там есть альтернативные пути, как пройти кораблям, которые везут груз, но проблема в том, что уже время просрочено, это раз. Во-вторых, с учетом, скажем так, того, что все неудачи сошлись в одну точку, непонятно, сколько на самом деле потребуется. Потому что, казалось бы, рядовое событие, судно село на мель, оказывается там перегруз, то есть судно слишком большое. Потом власти Египта решили ждать прилива, и все это наслаивается одно на другое. А логистические цепочки встали. Пока этот инцидент с перекрытием Суэцкого канала не вызвал витка роста стоимости морского фрахта, но если эта ситуация действительно будет затягиваться, то мы увидим дальнейший существенный рост Балтик-Драя. Если это произойдет, это уже будет означать, что инфляция издержек, она набирает свои обороты значительно быстрее, чем это предполагает даже американские экономисты. Так, друзья, далее Китай, индекс CSI 300, здесь все отлично, он сегодня возвращается в эту консолидационную область, и то, что закрытие будет выше 4900, это позитивный знак, который говорит о том, что, по крайней мере, в ближайшее время, наверное, по Китаю обвал не произойдет. Хотя определенные статистические данные, которые поступают из Китая,
в частности о снижении спроса на нефть, они говорят о том, что ну, если даже экономика не проседает, то восстановление идет не такими темпами, как изначально предполагалось. Так, друзья, далее ВИКС. Вчера он закрылся на 19,8. Это позитивно. Пока движение наверх, обороты не раскручивают. И он консолидируется в этом диапазоне. Соответственно, для рынков, для акций это позитив. Потому что когда он пойдет наверх, все начнет трясти. Далее индекс доллара, тоже дневной таймфрейм. Вчера в моменте почти 93 уже было. Ну и, судя по всему, закрытие будет выше 92, выше вот этого значения 92,4, 92,5. И такое закрытие, оно наиболее вероятно будет указывать на дальнейший рост доллара против валют, против евро и так далее. Переходя на часовик, по нему была попытка коррекционного отката, то есть ослабление доллара к валютам, но эта попытка на текущий момент, судя по часовику, успехом не увенчалась. И он идет подтягиваться вот сюда, в эту проторговочку 92,9, 92,77. Вот. Ну и соответственно, если он сюда возвращается и начинает торговаться, это говорит о том, что дальнейшее движение наверх с целью 94, оно с минимальными откатами будет происходить. Для того, чтобы говорить о том, что эта тенденция сломалась, необходимо, чтобы произошел откат и пробой 92,3. Исходя из часового таймфрейма, это то значение, которое приведет к тому, что вот этот растущий тренд наиболее вероятно будет сломан. Но на текущий момент никаких указаний на развитие такого движения нету. То есть здесь более вероятно то, что он будет консолидироваться в этом диапазоне и, возможно, попытается сегодня уже пробить повторно вот это максимальное значение 92,92. Ну и рост индекса доллара — это не очень хорошо и для сырьевых товаров, и для российского фондового рынка. Так, друзья, далее фьючерс, SFD на фьючерс S&P. Ну, здесь у нас картинка отличная. Вчера было вот это движение по высаживанию. И, судя по всему, достаточно высока вероятность, что это было именно высаживание. И сегодня мы уже видим развитие дальнейшего движения с прицелом на 3950. Говорить о сломе этого тренда, когда начался повторный рост после отскока, можно будет только тогда, когда будет пробито 3850-3840. Пока вот это значение не взято, вероятно, здесь происходит консолидация, которая приведет к тому, что потом поведут на раздачу. Исходя из 4-часовика, здесь идет практически безоткатное движение. На сегодня цель этого движения сходить на 3955, судя по 4-часовику. И, соответственно, вот этот растущий тренд, он ломается, если будет коррекционный откат и пробитие 3900. Вот в этой ситуации мы, скорее всего, перейдем консолидироваться в эту область 3875-3900. Так, друзья, далее евро-доллар. Сразу 4-часовик беру. Закрылись ниже сильного уровня 1,1790. Здесь у нас обозначился новое значение, это 1,1755. Пробой вот этого значения приведет к тому, что разовьется молниеносное движение, цель которого будет 1,17. Сейчас мы находимся вот в этой консолидации, и, соответственно, здесь говорить о каком-то движении можно будет только после того, как будет устойчиво пробит либо сильный уровень 1790, либо вот эта нижняя граница. Я думаю, сегодня все-таки более вероятно движение вот в этом консолидационном диапазоне. Сегодня важная статистика по Германии, и, соответственно, вот на фоне этой важной статистики может произойти пробой значения 1,1790 и попытка движения, цель которого будет сходить на 18,16. Пока никаких предпосылок для того, чтобы сделать вывод о том, что произошел здесь разворот и пойдет затягивание выше сильного уровня, я не наблюдаю. По евро, я думаю, более вероятно нахождение евро-доллара вот здесь в консолидационном диапазоне. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но здесь у нас все нормально, мы находимся вот в этом расширенном боковике, у которого нижняя граница 63, верхняя 64,5. На самом деле здесь ключевой уровень это 62. Цель, о которой говорили вчера, первую 62,4, ее отработали. Далее, что сейчас предполагается? На текущий момент, если здесь
вот это удержание сохраняется, то есть не будет коррекционного отката с пробитием 61,9, то вот эти все движения, они ведут к тому, что на сегодня у нас разовьется отработка цели, которая 63,6. Вот здесь вот она находится, 63,6. Если мы здесь закрепляемся, то пойдет дальнейший рост. Я пока бы такой вариант на текущий момент не рассматривал. Вот. Здесь на настоящий момент, я думаю, надо дождаться, когда будет движение наверх и пробой 62,7. Если это возникает, высока вероятность того, что движение разовьется на 63,8, 63,7. Вот сюда вот. Если все-таки пробиваем нижнюю границу, то пойдем сначала тестить 61. Но в этой ситуации весьма вероятно, что движение пойдет ниже, пробьет 60,27 и цель движения будет 56,6. Так, друзья, далее золото, часовой таймфрейм, но здесь 1721, он сработал четко, сильный уровень, даже без пробития, к нему подошли, от него отбились. Соответственно, отсюда сейчас идет импульс движения, первая цель этого импульса 1727, если мы здесь закрепляемся, то следующая цель движения, которая пойдет отсюда, это будет 1731, 1735. Если здесь возникает коррекционный откат и добитие вот этого диапазона, то золото сегодня, вероятно, пойдет в район 1700. Пока в большей степени, я думаю, вероятен сценарий вот это движение хотя бы на 1727. Сюда, а дальше посмотрим. Так, далее серебро, но по серебру здесь вопрос удержания уровня 25-24,9. Если этот уровень сегодня удерживается, не пробивается, то по серебру весьма вероятно сегодня последует движение, цель которого 25,6. Если здесь мы получаем пробой, то идем повторно тестить вот это донышко, которое уже возникло. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм, вот в консолидационном диапазоне этом находимся. Даже он более расширен, его можно рассматривать 75-55, 76,2, но все-таки сейчас на сегодня, я думаю, актуально будет вот это движение 76,2, 75-75. Так, давайте здесь на 5-минутку перейдем, чтобы под микроскопом его понаблюдать. Ну, здесь получается сейчас ситуация следующим образом развивается, что если вот сейчас с утра не пойдет добитие 75,9, 75,85, то мы здесь по факту консолидации, набора позиций к обеду пойдем тестить 76,2. Если здесь все-таки возникает пробой вот этого диапазона, то мы сейчас прямо с утра пойдем пытаться тестить и закрепиться вот этот диапазон 75-75, 75-55, вот сюда вот. Но судя по 5-минутке, все-таки больше вероятность отскока к сильному уровню 76,2. Но помним, что если будет пробитие 75-85, вот сейчас оно уже пытается произойти, то тогда весьма вероятно мы очень быстро можем сходить в этот диапазон. Если здесь не будет консолидации на протяжении нескольких часов, то наиболее вероятно движение даже может развиться на 75,3, вот сюда вот. Но на сегодня, я думаю, наиболее вероятно это нахождение вот в этом диапазоне. Вот, и потом под вечер будем пытаться закрепиться выше уровня 76,2. Так, друзья, далее евро-рубль, евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь у нас идет колебательное движение в диапазоне 90-37, 88,8. Сейчас будет сильный уровень 89,1, 89,2. Наиболее вероятно движение на него зайдет. И здесь вот будет либо попытка разворота и отскока, или же пойдет дальше тестировать сильный уровень 88,8. Ну и по часовику вот у нас идет движение на 89,1, наиболее вероятно. Опять же, если здесь вот это движение прекращается, мы начинаем консолидироваться и идет пробой 89,7, то в этой ситуации у нас цель движения на сегодня будет сначала 90, потом 93. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Ну, смотрите, у нас сейчас идет импульс движения по дневному таймфрейму на 144 тысячи. Соответственно, этот импульс он будет прерван, если происходит откат и пробитие 139 500, уровень, о котором мы неоднократно говорили.
Переходя на часовик, сейчас будет тестирование на пробой уровня 142 300, 142 500. В случае пробоя, хоп, улетаем вот сюда. Вот. Если сейчас пробой не произойдет, то будем сегодня мариноваться в диапазоне 139 500, 142 150. Ну и под вечер посмотрим. Вечером могут пролить и потестить не только 139 500, но и пониже. Но это будет вечером. Так, друзья, далее Сбербанк, дневной таймфрейм. Ну, по Сбербанку вообще как бы позитивная ситуация. Ну, как минимум здесь боковик 282,2 и верхняя граница находится на 288. Но вообще как бы его никто и не сливает. По часовику у нас сейчас идет поджатие на 287. С утра сейчас, если будет пробой 287, 287,5, то цель движения у нас первая 289,5 и потом тестирование вот этого максимума. Если с утра мы сейчас начинаем откатываться и будет пробой 282, 285, 284, прошу прощения, 284,3, 285, то у нас цель движения первая будет 282 и потом на 279,2, вот сюда вот. Сейчас больше факторов указывает на то, что вероятно пойдет попытка пробития этого значения и движение на 289, вот сюда вот. Так, друзья, ГМК, Норильский никель, дневной таймфрейм, Палладий улетел в космос еще несколько дней назад, но ГМК это не помогло. На дневках у нас разворотная формация. По этой разворотной формации цель движения находится вот здесь вот, в районе 222 500, 22 400. Но пока нет ясности, что это движение произойдет быстро. То есть здесь, с учетом вот этого снижения, он должен, ну, как минимум, проторговаться в этом диапазоне. И с учетом того, что был пробит сильный уровень, здесь открылась дорога на 18 300. На текущий момент по часовому таймфрейму идет движение, цель потестить 21 500. Ну и в случае добоя 20 900, 20 950 у нас развивается движение. Следующая остановка, по которому будет в районе 19 700. Сейчас, я думаю, с большей степенью вероятности пойдет движение наверх, тестировать вот этот диапазон. Если здесь пробиваем, то весьма вероятно сегодня будет попытка закрепиться на 21 800, вот здесь вот. Так, друзья, далее Газпром. Здесь, невзирая на все политические риски, на саммит ЕС, сейчас идет поджатие к уровню 225-226. И в случае пробоя весьма вероятно мы получим повторное движение, цель которого будет переписать 238. По Газпрому все достаточно оптимистично выглядит. Негатив будет только если произойдет откат и пробитие 219,5. Здесь уже сразу молниеносно будет движение на 214, потом 285. Друзья, все основные инструменты. Спасибо за внимание. Успешных торгов. До свидания.